Огромный привет, друзья! Сегодняшний влог я начну с буднего дня. Сегодня четверг, и я решила поехать сдать анализы. Мы поедем в соседний городок в частную структуру, там начинают раньше. И не нужно долго стоять в очереди. Заплачу немного побольше, но у меня будет больше свободного времени. Раз в год я стараюсь сдавать анализы, просто периодический контроль. Честно скажу, девчонки, чувствую себя слегка раздраженной. Я из тех людей, когда просыпаюсь, сразу иду на кухню завтракать. А сегодня я не позавтракала, и мне как будто чего-то не хватает. Сам завтрак, его приготовление – это для меня как утренний ритуал. Это, наверное, самый спокойный и расслабленный момент в течение всего дня. Анализы я уже сдала, сейчас мы припарковали машину и пойдем в бар позавтракаем. Сейчас зайдем в этот бар, здесь всегда такая вкусная выпечка. Смотрите, здесь трубочки и ракушки с кремом. А вот эти пирожные в Италии называют бенье и готовят их с разными начинками. Круассанчики разные, булочки, косички. Все так аппетитно. Бомбочки. Мы уже заказали, сейчас сядем за столик и подождем, пока нам принесут. Что-то я уже совсем проголодалась. Как всегда, я попросила чашку побольше капучино и простой круассан без начинки. А Джампьеру просто молоко с пенкой и также простой круассан. Он у меня не любит кофе, даже запах его не переносит. Я ему всегда говорю, что ты за итальянец. Итальянец, который не пьет кофе, наверное, только мой Джампьеру по всей Италии. Ай, девчонки, капучино с круассаном в баре – это просто вкуснятина. Мы уже позавтракали и идем к машине. Смотрите, какое красивое дерево. Такого яркого цвета. Я, правда, не знаю, как оно называется. Вы знаете? Напишите. Поднялся немножко прохладный ветерок. И тут еще возле парковки вот такая статуя. Я уже как-то ее показывала вам во влогах. Два влюбленных. Так красиво сделали из дерева. А еще у нас уже чуть ли не на каждом шагу цветут жасмины. Красивые кустарники с нежными белыми цветами. Итальянцы их называют «петти d'angelo», что в переводе обозначает «ангельские грудки», но я не знаю почему. Такие нежненькие, правда? Сейчас я себе, наверное, нарву букетик. И тут мы уже направляемся в сторону дома. Сейчас заедем, купим немного фруктов и овощей. Заедем в египтянскую лавку, там немного дешевле. Если будет мало людей, то и вам поснимаю, покажу цены. Я не знаю, если вы заметили, что мы проезжаем мимо плантаций лесных орешков и оливок. В нашей местности их очень много. Мы уже приехали, давайте я вам поснимаю. Смотрите, болгарский перец по 2 евро за килограмм. Морковка евро 50. Баклажаны вот такие вот пятнистые 2,99. Огурцы по 2 евро за килограмм. Фенхель, я из него часто салаты делаю, 3 евро за килограмм. Кабачки 2 евро за килограмм. Вот такие баклажаны темные, 2,99, но они подешевели, были по 4 евро. И баклажаны, и кабачки были по 4. Болгарский перец по 2,99, он тоже стоил дороже. Помидорки черри 5,50 за килограмм, представляете? Вот такие помидоры, эти Сан-Марцано называют итальянцы, 3,80 за килограмм. Вот такие маленькие, это другой сорт, Пикадилли, 4,99 за килограмм. Вот такие 3,80. Вот такие простые, круглые, 3,80. Вот такие бычье сердце, 3,80. Кабачки вот такие длинненькие и кругленькие, по 2,50 за килограмм. Любой вид салата, кроме айсберга, 2 евро за килограмм. Пучок цикория 90 центов. Капуста и белокочанная, и фиолетовая по евро за килограмм. А тут уже в пучках руккола, агретти. Агретти я не знаю, как по-русски называется. Базилик, редиска, но цен здесь я не вижу.
Шампиньоны целенькие 3,50 за килограмм, а уже нарезанные пачечки по 250 грамм евро 70. Радикио 3 евро за килограмм. Я люблю из него салаты с апельсином. Стручковая фасоль, но нет цены на нее. Я часто покупаю замороженную. Грейпфрукт 2 евро за килограмм. Разные яблоки, и цена меняется в зависимости от сорта. Эти зеленые стоят евро 50 за килограмм, а эти красненькие маленькие 2,50. Вот эти 2 евро зеленые. Вот эти Pink Lady очень вкусные, но они и дороже, 3 евро за килограмм. Вот такие груши по 2,80 за килограмм. Киви стоят 3,50. Вот эти яблоки 2 евро за килограмм. И Голден тоже 2 евро за килограмм. И апельсины тоже 2 евро за килограмм. Мандарины стоят 2,50. Груши вот такой сорт стоят 2,50. У меня Джампьеро их очень любит. А угадайте, сколько стоят персики? Вы офигеете, 8 евро за килограмм. Ужас. Клубника, посмотрите, какая красивая. 6 евро за килограмм. А помидорки дотерини красные и желтые 7,50. Арбузы уже завезли евро 99 за килограмм. А черешня, девчонки, 17 евро за килограмм. Я была в шоке от такой цены. Мы уже приехали домой, купили немного фруктов. Взяли несколько груш. Смотрите, какие красивые крупные груши сегодня были. Несколько апельсинов. Яблоки я всегда кладу отдельно от других фруктов. Говорят, что рядом с яблоками другие фрукты намного быстрее спеют и могут быстрее испортиться, если вы, конечно, их не собираетесь съесть за пару дней. Особенно бананы. Вадим у меня их любит полуспелыми. Когда они становятся спелыми, он их уже не ест, только если что смузи из них готовит. Из овощей мы взяли только помидоры, фенхель для салатов, радикию также для салатов. Кое-что у меня дома еще есть, так что на несколько дней нам хватит. Еще взяла упаковочку фиников. 200 грамм фиников стоили 2 евро. А вот зелень типа сельдерея, петрушки и пару морковок обычно в частных и египтянских лавках дают бесплатно. В летний период и немного базилика дают. Иногда они сами спрашивают на кассе, если тебе нужна зелень. Или вы сами говорите, дайте мне немного зелени. Это нормально в Италии. И еще сходила на рынок. У нас рынок только по четвергам. И я часто беру уже готовую курочку. Сейчас я вам покажу. Видите, такая румяная курочка. И он мне всегда еще немного картофеля добавляет. Уже готового. Я у них постоянно беру. Я только в духовке разогреваю, нарезаю салат, и вкусный ужин готов. Это очень удобно. На рынке такая курочка готовая стоит 8 евро. А Вадим, смотрите, принес домой лимонов. Это домашние лимоны. У его друга дома свои кустарники, он его угостил. У итальянцев у многих дома лимоны в огромных вазонах. На зиму их, правда, нужно накрывать, или многие их переносят в таверны или гараж, у кого есть. И еще мы съездили в хозяйственный магазин, купили некоторые средства для дома. Сейчас я вам по-быстренькому покажу. Взяли простых белых салфеток. Я сейчас покупаю все белое, что-то мне в цветочек, все вот это все цветное раздражает. Простые белые салфетки по евро за пачку. Еще взяла 2 разных кондиционера для стирки, они были по скидке, евро 50 за бутылку. Этот я беру первый раз, а вот этот вот розовый я уже брала, так пахнет вкусно. Этот мне очень понравился. Эта бутылка на 900 миллилитров. Еще взяла вот такое деликатное интимное мыло с ромашкой. Оно было по скидке 69 центов за бутылочку. Я взяла 2 штуки. Вот такой пятновыводитель, я давно им пользуюсь, он меня очень выручает. Стоит он евро 70 за бутылочку, и дома он у меня должен быть всегда. Тут внизу написано, что он удаляет пятна с воротников и манжетов, помаду, пятнышки крови, от фруктов, вина, шоколада, соусов, кофе, чернила, пятна от ручки. В общем, от многого всего. Пока я лучше не нашла.
А вы пишите мне, если знаете какой-то другой классный продукт. Еще хотела вам показать, что у него есть вот такая пластиковая щеточка. Вы смазываете пятно, проходя хорошенько этой щеточкой, и оставляйте на некоторое время, пусть средство немного поработает, а потом отправляйте в стиральную машину. Еще взяла вот такое средство для пола. Вы видели, что у меня полы из мраморной крошки? После мытья полов я прохожу этим средством, и оно придает им классный блеск. И стоит оно 5,50. Еще я постоянно покупаю это средство. Оно и обезжиривает поверхности, и дезинфицирует. Я им мою все всегда в ванной комнате, всю сантехнику. И еще им можно брызгать на пятна на одежде, как пятновыводитель. И еще мне нравится, что у него не сильно химозный запах. И взяли вот такое средство для мытья полов. Мне нравится, что он оставляет приятную отдушку в доме. Ну вот и поделилась с вами, а вы пишите, какие вам средства нравятся. Может, и я попробую по вашей рекомендации. И тут позвонил курьер, у нас снова поломка дома. У Вадика сломался один экран компьютера, но так как он пользуется двумя экранами, ему нравится, когда они одинаковые на письменном столе, и он заказал себе два одинаковых, а тот рабочий, который у него оставался, продал. Сейчас он уже сам все откроет, сам соберет, а я рядышком тут посижу, мне тоже интересно. Давай я помогу, подержу. Ему уже не терпится все собрать, все сделать. Так классно, когда дети уже взрослые и сами себе покупают то, что им нужно. Покажу вам, какие он выбрал, и оставлю его, пусть сам все собирает, а я пойду на кухню и спеку печенье. Вот такие он выбрал. Он не выбирал слишком дорогие. За два экрана он заплатил 320 евро. Ну ладно, пусть он спокойненько себе тут собирает, а мы пойдемте испечем рогалики из творожного теста. Ой, девчонки, Джампьеру съездил на огород сестры и принес нам немного черешни. Они еще не совсем спелые, но я их съем с удовольствием и такими. Это один из моих любимых фруктов. За 17 евро я точно их не пойду покупать. А еще хотела вам показать букетик жасминов, которые я собрала. Какие они нежненькие. А аромат у меня тут на кухне от них. Красивые, правда? А сейчас мы с вами приготовим рогалики из творожного теста. И покажу я вам два варианта. И первым делом я беру изюм, заливаю его горячей водой и оставляю примерно на 15 минут. А для самого теста нам понадобится 250 грамм рикотты, 100 грамм растопленного сливочного масла, 1 чайная ложечка разрыхлителя, щепотка соли и примерно 180 грамм просеянной муки. И сначала я смешиваю рикотту с охлажденным растопленным сливочным маслом, добавляя щепотку соли. Вместо рикотты вы можете использовать творог. И хорошенько перемешиваю до однородной массы. Творог у нас в Италии не продают, девчонки. Я все готовлю с рикоттой вместо творога. Затем добавляю разрыхлитель. Хорошенько перемешиваю. И затем постепенно добавляю муку. Если вы использовали творог, может уйти где-то 170 грамм муки. Ну а если вы использовали рикотту, муки уйдет немного больше. В конце я тесто замешиваю немного руками. И затем замешиваю еще немного на столе. Пока не получится вот такое мягенькое тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. А теперь тесто разделяю на две части. Присыпаю стол мукой и раскатываю в тонкий пласт.
И если есть необходимость, присыпьте тесто мукой. Теперь посыпаю 2 столовыми ложками сахара. И хорошенько распределяю по всей поверхности. И теперь разрезаю наш круг на 16 частей. И теперь закручиваю вот таким образом. И у нас получается форма маленького круассанчика. И выкладываем их форму на пергаментную бумагу. Я уже раскатала вторую половину теста, присыпала сахаром и разрезаю также на 16 частей. И теперь на краешек выкладываю немного изюма. Изюм я просушила бумажным полотенцем. Примерно так. И теперь таким же образом закручиваю. И у вас получится творожное печенье с начинкой. И теперь можно отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваем на 180 градусов и выпекаем примерно 15 минут. Как только печенье стало красивым румяным, вынимаем. Даем ему остыть и посыпаем сахарной пудрой. И вот такие вкусные рогалики мы с вами приготовили. Рецепт очень простой, девчонки, и готовятся они очень быстро. Давайте я вам их покажу поближе. Они хорошенько испеклись, видите? И получаются мягкие и нежные. Очень вкусные. А эти с изюмом. Вон, видите, начинка внутри? Тоже очень вкусно с изюмом. Рецепт я обязательно вам оставлю в описании под видео, так что берите на заметку. Пока я готовила печенье, Вадим уже собрал тут все. Покажу вам, как он все организовал. И тут у нас уже время ужина. Я уже выложила форму для выпекания курочку с картошечкой. Поставлю разогревать в духовку. И сейчас приготовлю салат. Покажу вам интересный рецепт. У меня тут дома был салат с скарола, но вы можете этот салат приготовить с любым салатом. Нарезаю его средними кусочками. Затем беру крупное зеленое яблоко и нарезаю средними кубиками. По желанию можете очистить его от кожуры. Отправляю в салатник. Затем добавляю сок лимона. Затем беру немного сушеной клюквы и также добавляю в салатник. Присаливаю по вкусу. Добавляю оливковое масло. И хорошенько все перемешиваю. И получается обалденный салатик. Он отлично подойдет к запеченной курочке с картошечкой. Необычный, но очень вкусный. И вообще я очень люблю разные салаты. Я вам оставлю ссылочки в описании под видео на разные рецепты салатов. Если вам интересно, заглядывайте. Ну и мы пойдем ужинать. На этой вкусной и красивой ноте я буду с вами прощаться. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!